Друзья, кто любит креветки в кляре? По-моему, это блюдо любят все. Вот именно сегодня мы их с вами и приготовим. К сожалению, из каспийских креветок сделать это невозможно. Они слишком мелкие. Они очень вкусные, но слишком мелкие. А вот такие вот, которые продаются в магазине, выращенные на фермах, там, не знаю, морские, океанические, как они считаются, из них это блюдо получается очень вкусным. Так что сегодня, друзья, креветки в кляре у нас будут вот из этих больших, крупных креветок. Прежде всего, креветки нужно почистить. Но хвостик мы оставляем, друзья. Он нам нужен. Да, друзья, я смотрю, здесь, наверное, работы минимум на час. Как я и сказал, минут 40 это заняло, друзья. Ну что делать? Красота требует жертв. Но это только полдела. Еще нужно несколько манипуляций проделать. Друзья, вот такие делаем надрезы с внутренней стороны креветок. Такие крестообразные. Это знаете для чего? Когда начнет жарить, чтобы она вот так в баранку не свернулась. Да? Это для этого делается. И еще одна вот эта манипуляция. Нужно верхнюю удалить. Вот этот кишечная вена, как-то вот так это называется. В общем, у них там кишечник где-то проходит. Вот таким вот образом удаляем их кишечник. И все. И вот так она уже почти прямая. Бросаем сюда. Все, креветки готовы. Ушло немало времени, но они готовы. Дальше будем наслаждаться. Так, сейчас мы что делаем? Мы сейчас должны сделать кляр. Разбиваем яички. Штук 7-8, наверное, понадобится. Немножко муки. Воды. И мешаем, мешаем. Теперь посолим. И поперчим. Все подготовлено. Запускаем конвейер. Берем вот так за хвостики наши креветочки. Их в кляр. А потом в хлебную крошку. Вот так. Вот. Красавчики.
Ах, какая красота, друзья. Я думаю, минуты по 3, по 4 достаточно. Пах, 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 пах. Как говорят у нас на районе. Пах, 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 пах. Вторая партия пошла. И третья партия. Пусть жарится, друзья, а мы пойдем быстренько соус приготовим на скорую руку. Я решил не умничать и слишком сильно не заморачиваться, друзья. Значит, майонез. Чили соус. Я забыл купить лимон, так что воспользуемся лимонным соком, концентратом. И чуть-чуть совсем мелко нарезанного укропа. Все, третья партия тоже готова. Вуаля! Прям посередине. Вот так. Вот так прям в центре расчистим место для соуса. И можно приступать, друзья, к трапезе. Вот такой шикарный просто. Вот так, по-моему, будет мне очень удобно, друзья. Сразу подготовлюсь. Ну что, приступим вот таким вот образом и никак иначе. А хвостик остается в руке. Наверное, не только я люблю вот это блюдо.
креветки в кляре. Еще их почему-то называют креветки темпура. Я, правда, не знаю, что это такое, но на вид выглядит почти так же. Без пива здесь не обойтись никак, друзья. Вы сами понимаете. Будьте здоровы. А соус получился вырви глаз. С этим я переборщил немножко. Как он называется? Здесь 2 килограмма. Интересно, сколько я могу съесть за один присест, друзья. Учитывая, что в последнее время я на диете. И похудел, если не соврать, килограмм на 10. Так что аппетиты я свои немного поубавил, друзья. Но здесь мне, знаете, очень активно оператор помогает. Так что вполне возможно до конца съемок тарелка опустошится. Это, зараза, такая вещь. Ее начал есть, а остановиться невозможно. Потому что очень вкусно и очень удобно есть. Я, конечно же, вот эти креветки в кляре ел много раз. Раньше я работал в нефтяной компании очень долгое время. И вот там они по праздникам нас баловали. По праздникам был такой особенный стол. И почти всегда были вот эти креветки в кляре. Так это было любимым блюдом всех практически. Но готовлю я вот эти креветки в кляре в жизни, наверное, 2-й или 3-й раз. Я, конечно, наши каспийские креветки, как мы их называем, рачки, да, в детстве рачки называли, я люблю еще больше. Они реально вкуснее. У этих вкус как бы попроще, да. Но те же так не приготовишь, что просто нереально будет их в кляре приготовить. Очень мелкие, да. Те наши каспийские рачки, мы их в основном только варим. Элементарное приготовление. Отварил 5 минут, и они бесподобны на вкус. Эти варить, я думаю, лучше не нужно. Вот так, самый лучший рецепт для вот этих креветок, это вот этот кляр. Да, конечно, блюдо не из дешевых. Морепродукты вообще дорого стоят. В последнее время вообще все стало очень дорогим. Соответственно, возник у меня такой тост, друзья. Дай бог, чтобы у всех у нас самый бедный стол был вот таким. Чтобы мы всегда могли себе позволить, хоть иногда себя побаловать. Будьте здоровы. Друзья, я надеюсь, сегодняшнее такое очень простое, незатейливое блюдо вам понравилось. Спасибо большое, что смотрели меня, что выслушали. До новых встреч на нашем канале. До свидания.